Всем привет! С вами Юра Амельченко, и это первый выпуск за 4 месяца после изоляции. Мы прилетели сюда, в Крым, на форум Таврида. Существует мнение, что это пионер-лагерь с творческим уклоном. Создатели же форума утверждают, что это мощнейший арт-кластер, где находят и формируют молодые таланты со всей России. Нас ждут сумасшедшие 4 дня, за которые мы поговорим с ведущими деятелями искусства России, познакомимся с молодыми художниками, заглянем в будущее и в конце выпуска постараемся ответить на главный вопрос. Что же такое Таврида? Детский лагерь для взрослых или кузница молодых гениев? Если вы готовы, тогда погнали. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку. Что у вас за движуха? Это идет экшн-тренинг, суть которого является полное предоставление чувствам, полное чувство доверия своим партнерам. Как бы это идет как тимбилдинг, в то же время экшн-тренинг, чтобы все люди, которые новички сюда приехали, да, в своих группах, они познакомились между собой и научились доверять друг другу, потому что на этой стене, перед тем, как на нее взбираться, мы проводим несколько заданий. Юр, как тебе образовательная программа? Я в шоке. Я влюблен. И в Крым, и в Тавриду. Потом подходят к стене и, так сказать, в инвалидной форме на нее залазят. А как? Как? Объясни мне. Я даже с глазами не могу представить Мы ее себе. начали проводить, мы, сами тестировались, и я человек был без руки, и это было тяжко, потому что... Короче, ты Человек-паук. Закидывал, да, ты цепляешься, там поднимаешься, потому что спасатели только страхуют, и они не тянут, не помогают. Давайте, все насчет крика и марш-патруль. Ребята, простите нас, пожалуйста, но именно так заканчивается наш экшн-тренинг всегда. Ну что, друзья, искусство требует жертв. Как видите, вот так вот выглядит сейчас мое тело. Синяки. Но вы видели, как мы сработали в команде. А это самое главное на Тавриде. Вечереет и после этих безумных событий, которые только что происходили. Это Господь и Иисус Христос. Мы пришли к первому главному корпусу Тавриды, где сейчас проходит онлайн-зум-лекция знаменитой российской арт-группы, можно сказать, культовых российских художников АЕС плюс F. Давайте посмотрим, как проходит образовательный процесс у ребят, которым читают такие легендарные художники. Ну что, вы видите сзади меня Тут есть несколько направлений. 2 буквы из аббревиатуры АЕС плюс F, а именно Лев Евзович и Татьяна Арзамасова. Вообще, кто не знает, группа АЕС плюс F была основана в 1987 году, и сначала она называлась АЕС. Конечно, он должен... Арзамасова, Евзович и Святский. И уже потом появился Владимир Фридкис. Мне кажется, в 2008 да, была открыта или в 2005? В 2006. В 7. Ну, фактически в 7. Ну, в 6-7. По-моему, наша первая выставка вот этой золотой скульптуры была там в 6-м. Да. В 6-м. Юр, какой? Вот. И, конечно, это особенность
присаживайтесь, ребята, аплодисменты нашим экспертам! Ты ведешь свой влог на YouTube-канале, расскажи немного про это. Называется он хороший ведущий, как Ургант так бы не сделал. Оп, понял? Патруль. Получилось. Да, это правда. Я веду этот проект уже 2,5 года. Он развивается здесь, на Тавриде. Я как раз снимаю выпуск. Вот, ты, кстати, уже в арт-патруле. То есть не только я у тебя на передаче. О, ничего себе, это коллаборация, коллаб! Да, это коллаб, брат. И ты у меня на передаче. А я думаю, современное искусство бывает разным, и в нем нужно разбираться. Поэтому я хочу вас попросить, как экспертов, помочь мне разобраться с современным искусством и сделать такой небольшой интерактив, который называется «Искусство или не искусство». Погнали! Искусство или опять обои? Это лучше фонтана, я думаю, это искусство. Искусство. Хотя вообще обычно он делает один надрез. Нет. Слушай, он делает несколько, но они немножко у него по-другому выстроены. Там специальная грунтовка, проклейка. Я недавно была как раз на выставке мамы и смотрела это все вблизи, поэтому я сомневаюсь. Давайте проголосуем очень Искусство? Давайте, искусство или искусство? Так, кто-то показал минус. Ну больше зеленый. Больше зеленый. Это картина «Лучше фонтан» и пространственная концепция 1958 года. Вот так вот. Есть. Так, это автопортрет американского художника Сэма Фрэнсиса. Была продана на аукционе за $37,5 тысяч. Ребят, вы поняли, каким классным делом мы занимаемся? Вот так вот. Аплодисменты. Все. Сергей, очень приятно. Друзья, Сергей Першин, руководитель арт-кластера Таврида. Спасибо вам за приглашение. Нам очень приятно здесь находиться. Спасибо, что приехали. Красота, да и только. Это правда, конечно, места здесь удивительные. Мы вдохновляемся каждый день. Собственно говоря, прекрасно начинать здесь день и заканчивать его. Говорят, что здесь снимали тот самый знаменитый фрагмент высадки американских астронавтов на Луну. Ага, а Кинзанзу? Кинзаза. Начнем с самых истоков. Вообще быстро, вкратце историю Тавриды. То есть, когда она была основана и с какой целью? 6 лет назад мы впервые собрали профильные аудитории. Это молодые профессионалы, которые занимаются темой культуры, искусства, работают в креативных индустриях. Собрали на, как нам казалось, небольшой форум на арендованной площадке. Это были 5-6 каких-то заездов. И тогда я не мог себе представить, что это повлияет на мою жизнь, изменит ее. Я знаю, что 250 гектар здесь должно быть. Но в целом, вот до мыса Меганом, собственно говоря, это зона развития нашего проекта, площадка развития нашего проекта. И здесь у нас происходит форум. Сейчас у нас ребята, которые представляют визуальную культуру. Они сейчас на площадке. К сожалению, мы, конечно, ограничены в этом году в связи с известными событиями в количественном составе. Очень мало народу, и как будто вся территория принадлежит нам. И в этом тоже есть свой кайф. Согласен на все 100. Не только нам, но и арт-объектам. Таким, например, как вот человек, смотрящий в море. А ближе туда, к Меганому, чуть попозже, между вот форумно-фестивальной площадкой и мысом появится еще круглогодичная арт-резиденция. Здесь также еще вы можете наблюдать арт-парк. В этом году он перерастет 14 новыми объектами, разные объекты. Кстати, вот мы можем наблюдать, как появляется один из них. Да. Что за художник? Его зовут Сергей Паукер-Бравин. Он специализируется как раз-таки на различных объектах. И это его объект, который он спроектировал вместе с нашими ребятами. Объект называется «Ассоль». Мы все знаем, что с Крымом связано в том числе творчество замечательного писателя Грина. Вот. И такая девушка, которая появится здесь, на мысе, в ожидании
приближающегося парусника Да, с да. алыми С алыми парусами, да. парусами, мне Мгм. кажется, весьма символично это будет. Мы ожидаем, что после того, как появится Ассоль, возможно, у него появится сердце. Возможно. У кластера? У человека. У человека. Ну, конечно, еще очень важно, чтобы профессионалы, которые приезжают сюда, ну, во-первых, чтобы их было больше, и тут же на месте брали ребят. Вот мы, например, в Амельченко тут тоже объявили open call, и мы одного резидента выберем и заберем. Круто, очень круто. Вот я считаю, что вот это вот самое главное, сама цель. Все-таки что это? Больше, скажем так, развлекательный фестиваль или это все-таки нацеленный, точечный вот такое мероприятие для выбора кадров и для развития искусства? Это точно про будущее, а значит, это про людей, которых необходимо увидеть здесь и дать им лифт. Дать им даже, может быть, не лифт, знаете, более правильно будет дать им лестницу. Лестницу. Да, чтобы они просто взяли эту лестницу и сами по ней начали подниматься. Помимо того, что пандемия, безусловно, погрузила нас в новые условия вот этого онлайн-пространства, и мир уже, простите меня, я, может, как диванный философ сейчас говорю, и мир уже не станет прежним. Он не станет прежним. Почему? Потому что форматы соединятся. Потому что к оффлайну теперь обязательно добавляется онлайн. И по-другому быть не может. Некоторые говорят, что мир никогда не будет более прежним, чем сейчас. Но вот это тоже интересный такой диалог. Огромное преимущество экспертов в том, что тебя перевозят вот на таких вот гольф-машинах. Вообще Таврида делится на две зоны: эксперты и ученики. То есть зона, где можно все и нельзя ничего. Сейчас мы едем в первый павильон, где вчера, вы помните, выступали АЕС плюс F. И сегодня подключатся великолепные спикеры. Модерировать все будет Дмитрий Ханкин, основатель галереи «Триумф», с которым мы еще поговорим. Сегодня к нему выйдут директора главных российских институций, а именно Третьяковской галереи, мультимедиа арт-музея Ольга Львовна Свигула, Антона Белова, директора Музея современного искусства «Гараж», Пригары Санкт-Петербургского манежа. Ну и, конечно, наша прекрасная Лошак, Пушкинский музей. То есть должно быть, конечно, очень интересно. Дети, запомните это лицо навсегда. Во-первых, это лицо никогда не меняется. Много лет. Это прекрасное лицо русского современного искусства. Оля Львовна сделала для русского современного искусства сегодняшнего дня больше, чем любой другой человек в этой стране. Всем утренний путехензап. Сейчас мы с вами поднимемся в павильон, где выступают Настя и Наташа Гудович. И мы, конечно, хотим рассказать немножко о том, почему мы здесь. Я делаю арт-патруль. Я хочу проанализировать все то, что здесь происходит. А Настя и Наташа приехали сюда с 3 полноценными лекциями. И, внимание, по итогу мы выберем одного резидента отсюда, неважно, из какого он будет города или страны, и привезем его в Амельченко Gallery и проведем ему первую персональную выставку. Поэтому пойдемте посмотрим, как Настя с Наташей читают. Всем привет! Здравствуйте. Потому что, к сожалению... Как дела? Сестренка, расскажи быстро, чем вы тут занимаетесь? Мы вот рассматриваем портфолио. Я все правильно сказал. Yes. Я обсуждаем, как лучше британка или мастерские свободные. Ну. Потому что все равны и классные. Все равны как на подбор. С ними дядька Черномор или моя сестра. Ну, в общем, вот так вот, да, друзья. И когда будут итоги? Ну, итоги завтра мы вообще будем рассматривать все портфолио. Да. И выбирать одного художника К нам. Либо работать надолго, либо какие-то проекты. Мы это посмотрим. У нас молодой архитектор. Очень приятно. Да, показывает Юра. свое портфолио. Прекрасно. Андрей, как твои ощущения от вообще Тавриды и от Супер, мне все нравится. Прекрасно. Я прям чувствую здесь, что творчество прям везде. Ну, как бы я за этим сюда приехал. Круто. Ты первый раз приехал? Нет, я уже второй. Второй раз. Первый раз я приезжал именно на стройку арт-объектов. То есть здесь я больше приехал за творчеством. Стройку арт-объект. Тут есть твой арт-объект? Ну, мы его делали проект, но его не реализовали, к сожалению. Не реализовали? Нет.
Я тебя понял. Но то ли еще будет. То ли еще будет? Мне потеют очки. Ничего. Слишком горяч просто. А. Работаю с иллюстрацией. У меня работы такие, они мрачненькие. Но при этом не сказать, что они мрачненькие. Мне многие говорят, что они милые. То есть... Каждому свое. Детям. Да, покажешь, пожалуйста? Это... На Эдварда Мунка, что там сейчас мне напоминает. Это, Мунк это один из художников, которым я вдохновляюсь. Это напоминает его любовницу Дагни Юль. Тебе нравится на Тавриде? Да. Очень здорово. Может быть, есть какие-то замечания или только положительные? Положительно. В этом году мало людей. И сейчас свободнее. Это плюс? Да. Я понял. Хорошо, Саша, скажи. Не в плане того, что типа не люблю людей, а в плане того, что просто очень свободно. Зачем делиться территорией? Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые... Друзья, Ольга Ремнева. Оль, да, здравствуй. Ну, расскажи вкратце, как вы сюда приехали, с какой целью, что вы представляете и, самое главное, почему ребята смотрят друг на друга уже 10 минут, не моргая. Мы представляем тут культуру будущего. Мы позиционируем себя как лабораторию. У нас команда из 4 человек, но есть еще более распространенное сообщество. И мы предлагаем заглянуть в будущее через искусство, увидеть в искусстве этот такой визионерский потенциал, такую позицию художника, который смотрит, собственно, вперед, нащупывает там что-то и предлагает сегодня к этому соприкоснуться. Поскольку мы исследуем вот эту тему коммуникации человек-человек, мы предлагаем им ряд разных заданий, подкрепив это изначально все примерами, и так мы вообще это строим из искусства, и, естественно, мы здесь как бы соприкасаемся с той практикой, которую предлагала Марина Абрамович, собственно. Да, мне это сразу же напомнило перформанс Марины Абрамович. Мы в общем, предлагаем просто присоединиться, стать его частью. На самом деле она его взяла вообще изначально из арт-терапии. И когда потом пришел Ной, и они увиделись, и они плакали, это было потрясающе. Потому что когда человек начинает внимательно смотреть на другого человека, вот так вот, он как бы узнает о нем что-то больше, чем было. И начинает проникать в него поглубже и понимает. Ты уже проникла? Я, в принципе, да. Мы каждый день даем вообще разные задания, и мы, по сути дела, направляем их. И те, кто с нами хочет, они идут в прототипирование, они создают арт-проекты. Мы их к этому ведем, как кураторы, как команда, которая помогает, в общем, идеи вынуть из головы и внести в пространство материального мира. Друзья, Дмитрий Ханкин, сооснователь галереи «Триумф», ведущий российской такой галереи, можно сказать, без ложной скромности. Маленькая. Маленький ведущий. Да, Дмитрий, мы вчера с вами, когда пересеклись, очень самое интересное здесь это кадры, мне кажется, и вы это подчеркивали не раз. И вчера, когда 5 часов вещали, вы, в принципе, общались с кадрами, то есть с будущим поколением. Естественно, а как? Современное искусство – это то, что устремлено в будущее. Современное искусство сегодняшнего дня, оно, считаю, кончилось. День кончился, кончилось с ним искусство. И, конечно, в нем интересный запал такой, устремление. Завтра и послезавтра. А у них свежие взгляды? И еще не накормлены, как сказать? Знаешь, по-разному. Все по-разному. И взгляды, и устремления. Люди разные. Они совсем разные. Их нельзя вообще причесать под одну гребенку. И, конечно, в этом плане они не совпадают с тем, с чем мы обычно имеем дело. С профессионалами, сложившимися, созревшими. Или находящимися как раз в процессе дозревания. Триумф им помогает дозреть. У молодого художника выставка в «Триумфе», все с ним понятно уже. Да? Дальше он идет профессиональной, понятной карьерой. Здесь нет, этого нет. Это как раз, ты правильно говоришь, что это, конечно, концентрированный потенциал. С другой стороны, понимаешь, здесь всегда есть процент людей с такими скучающими лицами. Они не понимают, зачем они здесь. И есть процент случайных людей. Есть процент случайных людей. Но когда они попадают сталкиваются с тем, что я начинаю им рассказывать, это просто мозги кипеть начинают. Я понимаю, они встали, ушли. Но я бы тоже встал и ушел. Мне раз как 25, по порядку рассчитать. Это было гениально. Что-то готовится. Что-то здесь готовится. Так, ну все, девушки уже собрались, можно начинать, да? Здорово, бро.
спорят. Бро, слава богу, что спасатели рядом. Вот это вот прям очень вдохновляло. Слушай, ну в тебе много демонов, я хочу сказать, конечно. Ты их сегодня всех выплеснул. Браво! Очень круто. Что это значит? Что это все значит? Танец – это мгновение, это есть сейчас, здесь и сейчас. Где мы находимся в нашей жизни, здесь и сейчас. Танец – это мгновение, это моменты. Искусство, оно вечно. Искусство вне времени, оно есть всегда. Оно из мгновения переходит в вечность и остается навсегда, то есть до конца наших дней. Здесь, в этом перформансе, что я хотел показать, как перейти из момента сейчас в вечность. То, что есть здесь сейчас, оставляем на себя, след после себя. Откуда у тебя все эти материалы? Кто тебе помог? Материалы... Таврида? Да, Таврида, но в основном большую часть здесь сыграла Дмитрий Ханкин, галерея «Триумф». Он помог организовать все материалы, и время, место, чтобы все согласовали с администрацией. Ну, соответственно, спасибо Дмитрию Ханкину за все это дело. Дмитрий, ну вы должны теперь эту работу купить. Слушай, он хороший парень на самом деле. Да. Довольно забавный талант, просто до нас не дорос пока. Ну, я его в прошлом году соединил там с нашими кураторами, они там его портфолио положили там на какую-то свою полку. А, да? вы знакомы не с этого года? Нет, не с этого. Положили на свою полку, как бы, да, и они... Слушай, вполне возможно, что там через 2 года он дозрел. Оба. Или там у нас тематическая какая-то история случилась. Ты смотришь, да. что парень делает? Ну-ка, давай сюда. Подходит. Да, подходит. Так случалось десятки раз на моей памяти с людьми. Я забираю отсюда регулярно что-то. Да, но забираю там с последних 3. С последних 3. С этой заберу точно одну девчононьку, прям подпишу сразу. Прям сразу. Я буду стараться сделать выставку там в следующем году прям быстрее. Имя не будем говорить? Нет. Я понял, до выставки, согласен. Чего? Одну девчононьку мы сейчас все общими усилиями спасем. Угу. Я прям завтра позвоню Толику Любавину, ректору Сурка, что он забрал ее там к себе любой ценой, потому что он гениальный художник, может вырасти. С супер глазом, сердцем огромным, понимаешь? Он видит это все. И, конечно, надо доучиться просто. А дальше она сама решит, в какой технике она будет работать. И 3 еще людей я постараюсь показать где-то в своих выставках. Тематически близкие. В коллективной, да? Смотрели за ним. Один парень из Краснодара. Я увидел в прошлом году, он прям прыгнул над головой. И девочка-фотограф с удивительным проектом. Еще там ребята одни. Я просто их проект стоит переформатировать. Ну, какие они отважные. Да, смелые ребята. Сильные, да, смелые люди. Идеи такие. Сильные, смелые люди, упертые люди. Столько можно реализовать в них. Просто для России, для российского искусства. Прав. Смотри, у нас свежая кровь. Конечно. Понимаешь? Я поэтому, как тот самый пожилой вампир, приезжаю сюда попить свежей крови. Хотя ладно, мы давно на суррогатах. Привет! Знакомьтесь, это красавица Александра. Вот такие вот красивые девушки со всей России едут на Тавриду. Саша, расскажи, вот что у тебя накипело на душе? Я вчера была на лекции Дмитрия Ханкина, 5-часовой. Так, ты подожди, ты отсидела все 5 часов? Да, так, все послушала. Да. Потом пошла, отсидела длинную очередь, показывать работы. Сколько примерно минут очередь была? Тоже час. Тоже час, то есть уже 6-й час пошел. Так, да. 7-й. Так. И потом показывала ему свои работы и услышала такие слова, что ты вот все не дорисовываешь, ты ничего не заканчиваешь, тебе надо больше работать, и вообще они такие немного стрёмные, и вот моя галерея с таким не работает. Пишем, это пишем и смотрим. Вполне себе выставлялись в советские годы. И что? И что ты думаешь? Я вообще реально чуть не заплакала, пошла Дмитрий, пить чай. Вы понимаете, насколько это все серьезно? Она развлекается. Она дилетант и будет дилетантом. Это случайно здесь человек. А, мы ее поддержали, сказали, что вы так многим сказали вчера, а вы сразу поняли, о ком речь. Да, я понял, еще хуже. Слушай, ну пусть она, слушай, она развлекается, но я не обязан поддерживать ее в развлечениях. Я здесь про работу. Я здесь про профессиональные подходы. Я здесь про дидактику. Я здесь учу работать, а не учу развлекаться.
Дмитрий, вы очень хорошо сказали. Первое ощущение, когда мы с Юрой приехали, было такое немножко, что это все-таки детский лагерь. Это Господь и Иисус Христос. Это не детский лагерь. Вообще нет. Ребят, нет. И это вообще не развлечение. Это одно из наиболее правильных, неформализованных мероприятий, которые делает наша страна, вот с молодежью со своей. Друзья, я приглашаю вас сегодня в путешествие в 2050 год, где мы вместе с вами с помощью воображения представим, как будет выглядеть наш мир, как будем выглядеть мы, как будут выглядеть наши проекты, как будет выглядеть искусство. Итак, 1 час 30 лет. Если вы готовы. Значит, 2050 год. Бессмертное творческое комьюнити будет находиться на экзопланете. Ну, типа такого арт-базеля современного. Эта планета будет создана искусственным интеллектом. Что важно, зачем лететь на Марс, если мы сможем создать планету сами, предположим. Далее, на ней будут жить художники, которые будут перемещаться на этой планете с помощью динозавров. Потому что вы же рассказывали, что в 28-м их начнут восстанавливать, их вид. Это очень важно. Художники будут конструировать, внимание, свои тела как произведение искусства. Каждое тело – это как сосуд искусства. И периодически через телепорт, о котором вы тоже говорили в своей презентации, мы будем возвращаться на Землю в приступах ностальгии, посмотреть на великолепные закаты крымского неба. Мне кажется, такое будущее нам подходит. Вот так вот. Друзья, давайте громче поддержим. Столько ностальгии, столько футуризма, столько смелости в вашем прогнозе. Спасибо огромное. 2050 год. Как ты видишь? Как я вижу 2050 год? Себя, нас. Видишь ли ты там нас, вообще меня в 50? Будущее возьмет не всех. Мне будет 65 лет, Кабакова. 2050. Значит, что я там вижу? Я вижу независимость от гравитации. Интересно. Да, я вижу независимость от потребностей тела, свободу от потребностей тела. Так. Я вижу свободу от манипуляций природы, а именно требования к репродукции, к питанию, к защите, к безопасности. То есть я получаю максимальную свободу для того, чтобы сфокусироваться на самом интересном, на создании проекта. Я бы хотел прийти к проекту, где я, конечно, планирую это ближе, чем 2050 год, но я бы хотел создать проект, где встречаются люди, вне зависимости от их физического местоположения, и делятся идеями. То есть это вот как облако или как фестиваль, Гениально. в который сходятся абсолютно разные люди, и они дополняют, умножают разность вообще своего потенциала, разную точку зрения в создании чего-то общего. Я верю, что суть вообще всех этих технологий и ценность их в том, чтобы снимать барьеры, снимать ограничения, по сути освобождать наш потенциал, наши возможности. Четвертый день на Тавриде, время 7 утра. Посмотрите, какая красота вокруг, идеальная гладь. И мы сейчас прыгаем в автобус и едем на завтрак на гору Меганом. Советы Ленина
Доброе утро, дорогие эксперты! Доброе утро, бро! Доброе утро, ребята! Мы рады приветствовать вас здесь. Это мыс Меганом. Здесь, правда, сбываются все мечты. Здесь невероятно красиво, аккуратненько. Только смотрите под ноги, потом поймете. Сейчас дойдете, сейчас поймете, почему. В общем, здесь проходят конные прогулки. И, соответственно, все знают, что здесь проходят конные прогулки. Класс. Вот. Светит солнышко, но я думаю, что это не проблема. Сейчас пообщаетесь с участниками, они написали там вопросы, это будет в необычной форме, но первое, что хочется пожелать, еще раз доброе утро, расслабляйтесь, пойдемте к нам на пикник, там еда, кофе, чай, молоко, все что угодно, йогурты. Теперь утро по-настоящему доброе. Творческим человеком рождаются или становятся? Нет. Я считаю, что творческим человеком рождаются, их не воспитывают. Воспитывать можно, ну, как бы, повышать свои навыки, повышать свой профессионализм в том или ином деле, то есть развиваться. Но творчество, его невозможно воспитать. С 4 лет ты начинаешь бурчать себе что-то под нос, что-то красить, что-то напевать, читать стихи. Ну, это мое мнение Или личное. говорить без остановки, как мой брат. Да, или говорить без остановки, как у... То есть, У него получился проект. я считаю, что да, творческим человеком рождаются. На Меганоме завтрак практически подошел к концу. И Рома художник, приехал со своей супругой, тоже художником, художницей. Ты впервые на Тавриде. 7-й раз. 7-й раз? Да. Я думал, она всего 5 раз проходила. С какой проблемой вы столкнулись, попытавшись создать, как я понял, свою небольшую галерею уличную, да? Да. Ну, в общем, мы выиграли грант на Тавриде. Здесь все было хорошо, нам дали зеленый свет. Но когда мы приехали в город, городу, грубо говоря, было наплевать. Ну, сначала это была галерея. Это стеклянный куб, там 2 на 2 на 2,5. Такая мини-галерея. Я потом узнал, что это самая маленькая в мире галерея под открытым небом. Вы сами ее построили. Да, мы на грант, да. Последнее, что оставалось сделать, это найти всего лишь 5 квадратных метров вместе, там, в одном парке, в общем. Мы сначала написали письмо губернатору. Он нас отправил куда-то. Мы пришли куда-то. Этот чувак отправил нас еще куда-то. Это куда-то долго очень с нами взаимодействовало, и мы не могли понять, что нам нужно сделать. Мы написали кучу писем. Мы там ходили к разным людям, от молодежки до администрации. В общем, вы прошли всяческие бюрократические этапы. Да, когда я зашел в департамент культуры, там все какие-то 2 тетки. Стой! Они что, все ленивцы? Я прихожу, говорю, у меня проект. Можно там? Хочу. Они такие, ну ты знаешь, а зачем это? Ну, нам не надо. Ты думаешь, художникам надо? Художникам тоже не надо. Они решили, да? Да, и... Тетки 2. Департаменте культуры. Да, отношение было просто на высшем уровне, в кавычках. Да, а цель вот создания этой галереи? Это бесплатная, так сказать, как это сказать, раскрутка, не знаю, там местных художников. Местных краснодарских художников. Да, мы делали это все бесплатно, ни с кого денег не брали. Это проект социальный. И оказалось, что вот эти 5 квадратных метров выбить вообще практически нереально. Какой вывод можно сделать? Я обращаюсь сейчас к всем нашим зрителям и, возможно, к чиновникам Краснодарского края. Также я обращаюсь к администрации Тавриды, уважаемый Сергей Першин. А может быть, даже уважаемый Сергей Кириенко. Я уверен, что в ваших силах решить и как-то повлиять на этот процесс. А вам я желаю удачи. Спасибо. Надеюсь, что приеду в Краснодар и уже будет стоять у вас в парке все и работать. Спасибо. Ася. Да. Слушай, а как у тебя правильно вообще здесь твоя должность называется? Я эксперт арт-кластера Таврида по направлению изобразительное искусство.
Это значит, что я занимаюсь всеми проектами, которые связаны со сферой, любой художественной, изобразительной сферой, от стрит-арта до классических, до там станковистов. Короче, перевожу простым языком. Вся движуха, которая создана здесь за нашу смену в области изобразительного искусства, все приведенные там эксперты или еще что-то, это все Ася. И я, кстати, тоже прибыл сюда благодаря Асе, за что тебе большое спасибо. Ты отвечаешь за изобразительное искусство. Какие вообще еще есть ветки форумов, фестиваля? Нет, форума, все верно. Да, на данный форумы. момент мы находимся на форуме. Программа арт-кластер, она охватывает все направления. Вот все это какие? Сколько? Изобразительное искусство, музыка. Ну, да, изобразительное искусство, извините, номер один. Да. Музыка, архитектура, дизайн, урбанистика, хореография, литература, медиа, 6, кино и театр. 7. Достаточно, по-моему. Нет. Или что-то еще Нет, есть? кто-то еще есть. Кто-то еще, когда серый кардинал. Есть ощущение, Ну хорошо, что 7-8, в общем, будем говорить так. Хорошо. И ты говоришь, что есть архитектура, вот арт-скульптурный парк, за это отвечает архитектура? Арт-парк это является такой отдельной частью, немножечко отдельным элементом арт-кластера. Он родился в прошлом году, только появился вообще впервые. Тогда этим занималась, моя коллега Виктория Данилова, которая занимается архитектурой и дизайном. Очень круто ведет тоже это направление. Она, кстати, следующая принцесса недели здесь. Принцесса недели? Да. Принцесса недели сейчас ты, я понимаю. Да, все так. Именно мне интересно твое мнение по поводу скульптур. Что ты считаешь? Считаешь ли ты, что сюда нужно приводить, во-первых, каких-то зарубежных авторов? И нравится ли тебе скульптура? Конечно, было бы здорово привозить сюда художников из-за рубежа, обмениваться опытом. Это какая-то такая форма и скульптора, потому что, мне кажется, арт-парк — это безумно крутая история здесь, на этих холмах. Да. И это может стать просто, каким-то вот как маяком. Вот стоит этот маяк. Вот этот весь скульптурный парк должен выглядеть как ансамбль, как маяк. На самом деле, сейчас он выглядит немножко разрозненно и да. непонятно. Там дельфин, там еще кто-то, непонятно откуда это все берет. Просто в чем дело? Создать из этого какую-то единую, целостную, абсолютно выверенную сразу концепцию нет смысла, потому что тогда мы не сможем реализовывать ее год за годом и добавлять новые элементы. Я лично не вижу проблемы в том, что он разрозненный. В принципе, мне кажется, для Таврида это нормально быть хаотичной. Это наш модус операнди. Вот мы и так существуем. Да, это нормально. Потому что никогда нельзя предсказать, какие именно инициативы там здесь возникнут. Здесь некоторые ребята, художники, которые сами приезжают, там, говорят, у нас есть такой-то проект. И мы реально стараемся их реализовать. Здесь, мне кажется, места хватит всем. Я не вижу проблемы в хаотичности. Я думаю, затем, вот в 2022 году, когда здесь будет уже создаваться уже стационарный большой центр, у которого будет архитектура, у которого будет совсем другая инфраструктура. Я думаю, мы найдем способы все, что появится к тому моменту, объединить. Да. Ой. Полина Могилина. Угу, все, давай. Ага. Друзья, вы только что видели принцессу дня. Вот так принцесса дня каждый день решает дела. Принцесса дня выглядит как какой-то тролль дня, если честно, иногда. Но это нормально. Ты выглядишь прекрасно. Так вот, да, я тебе честно скажу, что вообще я считал, что это вообще детский лагерь. И вот, значит, Таврида — это Таврида. Это на самом деле грандиозное мероприятие. Вот что, вот расскажи. К сожалению, так получилось, что там в силу разных причин Таврида, которая там стартовала, получается, в 2015 году, в 2014 даже году технически, но в 2015 году она представлялась как какой-то такой, действительно лагерь. Но это и понятно, потому что старт любого проекта, он не сразу такой весь fabulous. Oh my God! Wow! Все такие, о боже, то есть, любому проекту нужно вырасти. Да. Нужно посмотреть, там, заходит он, не заходит он. Вот так было и с Тавридой. То есть она стартовала там, с рядом самых лояльных партнеров. Современное искусство там долгое время это не был фокус. То есть художники это просто художники. Вот, то есть вот эта аудитория художественных вузов, которые, как известно, они академисты в основном. Да, что в основном, не все академисты. Вот.
И затем уже в 2018 году, когда сложилась именно отдельная команда, которая занималась именно прям от и до полностью ведением этого проекта, эти замечательные люди собрали именно контентных специалистов по каждому направлению. То есть каждый из кураторов, как я, это человек, который занимается этим и имеет профильное образование обязательно. То есть мы понимаем объективно, что за 5 дней программы образовательной мы никого не научим писать маслом, да? Ну, невозможно. Ну, да. Мы не напишем мысли, да, не научим как-то писать их крутые какие-то статьи или что-то такое. Мы можем дать им наметки, как это правильно делать. И этим мы и занимаемся. То есть это развитие soft skills фактически, да, в каждой сфере. Абсолютно. Я искренне извиняюсь перед всеми, надеюсь, я никого этим не обижу, но мое искреннее мнение, что в любом случае новому визуальному языку быть, и хотя академическое образование это все прекрасно, полностью поддерживаю, считаю, что человек не может находиться внутри этой структуры без образования, тоже извиняюсь, если что, вот, но это мое искреннее мнение. Принцессы не извиняются. Ах, извините, пожалуйста. Наташ, привет. Привет. Друзья, Наташа Ермакова, ты отвечаешь за скульптурную, да, как бы составляющую Тавриды феста. Есть немного. Есть немного. И что есть? Что есть, чего немного? Ну, начнем мы с мастерской Романа Ермакова и Вячеслава Швайкова. Они у нас идут в рамках воркшопа арт-парка Тавриды. Суть заключается в том, что воркшоп делится на две части, онлайн и офлайн. Сейчас они вышли на офлайн, где они реализуют свой арт-объект, который разработали на онлайн-воркшопе. Ага. Называется он Юла, и сейчас мы зайдем, посмотрим весь процесс. Слав, очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Да, Наташа немножечко рассказала, что это впервые на Тавриде такой эксперимент. До этого работали подрядчики, в этом году работаете вы. Расскажи вообще про процесс, как вы отбирали ребят, 15 человек, и самое главное, ну, что вы делаете, насколько это трудоемкое? Процесс был такой, что у нас был сперва из-за карантина офлайн, и все ребята были в разных городах. Онлайн, да. Ребята все были в разных городах, и мы провели несколько зумов, то есть порядка 6-7. Что мы делали? То есть мы сперва смотрели, отбирали ребят по их работам, по их концепциям, как они думают, как они рисуют. У нас большая сейчас одна из фигур, то есть мы сейчас заклеили, и она готова у нас для обработки, чтобы скруглять. Потом мы ее будем покрывать специальной сеткой, чтобы укрепить все детали, и шпаклевать полиэфирной смолой. И потом будет покраска. Все детали достаточно тяжелые, то есть порядка тонны, то есть мы будем потом это все с краном делать. Сейчас мы подготовили вторую скульптуру, она у нас поменьше. Скульптур будет две всего, да? Нет, я имею в виду фигуру. Фигуру. Да. Один общий ансамбль, да, несколько фигур. Да. Окей. Сейчас мы подготавливаем слои, потом будем заклеивать их. Вот. И ребята сейчас тоже готовят. У нас получается две площадки строительные. Одна здесь и другая на холмах. На холмах мы выклеиваем большой фундамент, который будет стирать доской и будет как смотровая. На нем будет уже монтироваться сама скульптура. Фигуры достаточно уникальные, то есть ни одной одинаковой нет. Это абсолютно другая история. Да, то есть мы разработали именно каркасную систему, потому что эти детали будут навешиваться, они будут полегче. Вот. Ну и, соответственно, у них функции, ну, геометрические фигуры. Здесь будет массив, как сейчас мы выклеивали, шары, то есть это будет форма из таких вот маленьких узлов, которые будут превращаться уже в саму фигуру. Как и многие концепты, то есть юла это достаточно нестатичная фигура, и она за счет когда вращения создается движение, что она левитирует. То есть оно, да. Ну и основное, чтобы было движение и самих фигур. То есть она не просто там квадратик, а там будет она как бы в динамике. Ну, короче, как и весь парк, как Крым, короче, я понял. Все будет динамика. Блин, ребят, очень круто. Я вам желаю больших успехов. Да, очень спасибо. приятно познакомиться, бро. Радостным шагом
Серега, очень приятно познакомиться, брат. Мне Слушай, тоже. смотри, я думал, короче, что сюда можно доехать, значит, на машине. Так. Долететь на самолете. Да, с этого года еще и поездом. Да, Крымский мост, поезд запустили. Но я не представлял, что, оказывается, на Тавриду можно рвануть на метро. Я не уловил, какая это ветка. Вот расскажи, пожалуйста, какая это ветка? Прям сразу. Тройка у меня закончилась, не знаю, работает она тут или нет. Послушай, мы прям сразу решили, что это будет от Пятницкого шоссе Ага. и прямо на Тавриду. Такая синяя ветка, которая самая длинная, но самая Слушай, ну актуальная. удобно, у нас галерея на Арбате находится, тоже синяя ветка. Мы тогда туда-сюда будем гонять. Ну, конечно. Ребята, шутки шутками, но на самом деле буквально в 500 метрах от въезда на территорию Тавриды мы видим вот такой вот арт-объект, эту офигенную инсталляцию. Заметили случайно, когда ездили сегодня на, хотел сказать, Дагомыс. Не на Дагомыс, а на Меганом. На Меганом, Мегатрон, Бамблби. Все трансформеры с нами. Когда мы появились на той территории, там она холмистая достаточно, и вышли, вот как раз таки у нас есть такой холм, мы его между собой называем Олимп, потому что это там располагается техническая дирекция, они должны озирать все. На Олимпе, да? Я понял. Да, смотри, мы вышли туда и посмотрели на эту площадку, и вдруг заметили здесь какой-то грот. Это какой год был, Серега? Вот это был прошлый год. Прошлый год. Да, конечно. Так, когда вы сюда год. приехали Конечно, впервые конечно, на территорию? Да. Так. Вышли на холм, посмотрели, увидели грот. Вдруг родилась такая идея с ребятами о том, что а почему бы нам не сделать здесь метро? Немножко опешили. Набрали Семеновичу. Нет, смотри, у нас такая тема. У нас не принято удивляться идеям. Ага, да. Потому что, ну, во-первых, как визионеры, мне так кажется, я могу так сказать, Да. мы можем предполагать, что здесь появится метро, но в тот момент нам показалось, что тот человек, который это предложил, он имеет в виду серьезно прокопать сюда метро. Конечно, шутка быстро рассеялась. Из И мы судака. мы решили, а как же быть? И с нами был очень классный парень, граффитист, это Пэк из команды САР, и он предложил свои услуги, говорит, давайте я сделаю так, что это будет издалека казаться, как будто бы это точно Вообще метро. тоннель. И на самом деле он был прав, это не только издалека кажется метро, но и вблизи он очень хорошо сделал свою работу. Приезжали сюда постоянно туристы, постоянно выходят, фотографируются. Весь смысл заложен в том, что когда-то отсюда выйдет настоящий поезд. Смотри. Давай. Мы с тобой замираем и делаем вид, что мы яростно убегаем от поезда. Давай. Давай. Бомба Раз, вообще. два, три, можно даже в каком-то прыжке. Раз, два, три. Ну что, ребята, у нас последний вечер на Тавриде. Завтра мы отправляемся в Москву. Через час мое выступление. А сейчас мы пришли во второй павильон, где идет последний завершающий этап отбора художника в нашу галерею, в Амельченко Gallery. Прямо сейчас ребята, молодые художники, показывают и презентуют свои проекты, а Настя Амельченко и Наталья Гудович делают отбор. И как только лекция закончится, они выберут одного резидента, кому мы сделаем персональную выставку в Амельченко Gallery. Дорогие друзья, по итогам нашего портфолио ревью сертификат на участие в выставке в Амельченко Gallery форума Таврида 2020 получает Фокин Роман Александрович. Спасибо всем. Я тоже не был готов к этому. Ну, сюрприз это хорошо. Ну, круто. Я честно подозревал. Я был готов, а не подозревал. Если честно. Ты не просто так со мной на завтрак пошел, да? Признавайся. Не душу излил, Да. Вот, в общем, вот. Я не знаю, что сказать еще. По традиции, в рамках этого выпуска мы разыграем для вас призы. Первый приз – вот такой вот крутой набор от организаторов, который включает в себя офигенный шопер, Powerbank, 2 бутылочки для воды,
майку, блокнот и шляпу Таврида. Один из вас заберет этот набор себе. Для этого в комментариях напишите, какой арт-объект, какую скульптуру вы бы поставили на одном из этих холмов. Победитель этого приза будет выбран случайным образом в комментариях. А теперь внимание! Главный приз. Мы разыгрываем поездку на Тавриду летом 2021 года. После просмотра этого выпуска напишите, какой локации, на ваш взгляд, не хватает на Тавриде. Это может быть локация вдохновения, локация медитации, поездка на дельфинах. Это может быть творческая мастерская. Вы видели САПы, вы видели все, что здесь есть. Так вот, напишите, чего здесь не хватает. Локации вашей мечты, где будет комфортно и работать, и творить, и отдыхать. И самая полная интересная локация, мы с организаторами выберем. Автор этого комментария, этой идеи уже через год отправится сюда и, возможно, получит шанс реализовать свой проект здесь, на Тавриде. Спасибо огромное, Крым. Мы провели здесь незабываемых 4 дня. Мы познакомились с огромным количеством интересных молодых людей, по сути, будущего России, молодых ребят, которые приезжают сюда за поиском новой надежды, нового опыта. Они приезжают со своими проектами, вдохновленные. И, как я почувствовал, именно Таврида дает им этот толчок для будущих совершений и для будущих реализаций своих проектов, которыми они будут, ну, по сути, развивать культуру России и мировую культуру. За эти 4 дня мы постарались разобраться с вами в вопросе вообще, что такое Таврида, что это за феномен, созданный здесь, в Крыму, за 6 лет. Что это больше, детский лагерь или это все-таки образовательный форум, который растит новые кадры? Как вы понимаете, каждому проекту нужно вырасти. И мне кажется, что у Тавриды большой потенциал. Мы с вами увидели большое количество спикеров, очень известных людей из мира искусства и культуры, которые прилетели сюда или выходили в онлайн. Мы увидели искренность профессионалов, которые готовы забирать молодое поколение в Москву, в Петербург и в другие города и передавать свой опыт. Здесь нереально красиво, ребята. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам здесь, всех, кто участвовал в организационном процессе, всех, кто участвовал в гостеприимстве. Влад, спасибо огромное. Спасатели, организаторы, координаторы, кураторы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хочу сказать, что я сам вдохновлен. И я уезжаю отсюда с улыбкой на лице, понимая, что в России есть реально хорошие проекты, которые будут позволять всем нам развивать нашу страну. Поэтому пишите ваши впечатления от Тавриды в комментариях. Ребята, летите обязательно сюда, не только в направлении современного искусства, но и в направлении кино, музыки. И вы не пожалеете. Подписывайтесь на Арт-Патруль. Любите искусство, Родину и будьте счастливы. А мы отплываем от берегов Тавриды и видим мир, любовь и искусство. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес.